Всем привет, вы на канале Toy House. Здесь лучшие обзоры для вас, для самых лучших людей. Совсем недавно, буквально прошлое видео, я снял вот этот вот замечательный пост. Пост этот ГАИ, который существовал реально в 70-х, 80-х годах в Москве, Московской области, ну, может быть, в других каких-то городах был. Но дело сегодня не об этом, а сегодня будет видео о моих моделях ГАИ. Оказалось так, что я думаю, ну а есть у меня машинки-то ГАИ, модельки какие-нибудь? А оказалось так, что у меня, оказывается, и нету. Есть только один автомобиль ГАИ, я его вам сегодня покажу. Но, а вообще, хочу показать именно модели машин, которые были в советское время в милиции именно. Ну, какие-то, может быть, даже и стояли на постах ГАИ, да, но дело в том, что у них нет надписи, так сказать, ГАИ ни на капоте, ни на боках, просто милиция. В общем, сегодня я вам покажу. ГАИ у нас появилась в далеком 1936 году, а до этого был АРУТ. Это отдел регулирования уличного движения. И просуществовал данный отдел, вот такой был окрас, синий автомобиль с красной полоской. Ну и вообще была милиция в то время, именно такие автомобили, темно-синие с красной полосой. Просуществовал данный отдел до 50-х годов. Ну а потом уже полностью функцию взяла на себя, так сказать, ГАИ, Государственная автоинспекция. А по-моему в 2000, если я не ошибаюсь, 2000 и каком-то 18-м, по-моему. В общем, переименовали ГАИ, сделали ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения. И, по-моему, хотели даже переименовать ДПС, но оставили так. Или он переименован, но аббревиатура также и осталась. Дорожно-постовая служба. Ладно, все, заговорился. Давайте показывать буду, что у меня есть. Во-первых, показал вам, да? Вот такой вот автомобиль. Это у нас Москвич, по-моему, если я не ошибаюсь. А вот какой, я не помню. Доставать его не буду. В принципе, обзор я на него делал. Итак, поехали. Есть у меня вот такой вот милицейский УАЗик. Вот видите, милиция. Видите, здесь ничего не написано. Окраска такая желто-синяя. Такой вот, не знаю, маленький автозак, можно сказать. Здесь у нас, видите, прям решетка. К сожалению, я, кстати, видите, можете заметить, снимаю одной рукой, потому что у меня небольшая, так сказать, травма произошла, поэтому сегодня в кадре только одна рука и буду вот как-то крутить. Ну, могу показать вам вот так вот выглядит. Так, в общем, видите, мигалочка, кстати, выцвела у нас, совсем выцвела. И здесь у нас что? Это у нас Диагостини делал УАЗ 469 ППС, кстати, видите, написано. Есть у меня, вот можно его, специально пост оставил, буду вот так вот ставить, будет красивенько. Давайте по желтым сначала, да, который у меня есть. Вот такой вот Мерседес, тоже Диагостини, клевая модель вообще была. Если найдете, покупайте, не пожалеете, очень классно. Я хочу такой гражданский найти, купить, даже на номерах идет. 50, вот, номера, значит, у нас 450 SL. Что это у нас здесь идет? Масштаб 1.43, Mercedes 450 SL. И это Диагостини делала, но была это журнальная серия, по-моему, полицейские автомобили мира. В общем, довольно четкая модель, классная, симпатичная. И они на самом деле существовали стояли, так сказать, на службе в милиции, но было ограниченное их количество, небольшое. В общем, ставлю сюда. Вот еще один автомобиль из этой серии. Это у меня криминалистическая лаборатория. Данные модели мне, в принципе, достались. Они бесплатно в основном все. Мне их подарили как-то. Даже есть видео, по-моему, открывает там что-то, коробку. Одну, вторую, третью. 3 коробки мне с моделями подарили. В итоге вот они мне достались. Так, здесь у нас перевернуто идет надпись ЗИЛ. Вот так вот это можно посмотреть. И здесь у нас что? ЗИЛ 118К, юность, Диагостини. И, по-моему, эта серия была, если я не ошибаюсь, был этот автомобиль в серии «Автомобиль на службе». Итак, закончилась у меня такая желто-синяя, нет, сине-желтая, нет, желто-синяя, да, серия. И пошли у нас вот такой вот УАЗик.
Милиция. Серый, это где-то 90-е годы такая окраска появилась, где-то может быть 95-й год, может быть чуть раньше. Это у вас тоже 469-й, Диагостин делает, не помню я, где его приобрел. Ну, в общем, по-моему, недавно я снимал на него обзор. В принципе, точно такой же УАЗик, только в серой окраске. Здесь еще мигалочка, видите, у нас как бы целенькая такая, в синем цвете, как и положено. Потом есть вот такая вот шестерочка. Эта шестерочка у меня от Карарамы. Очень тоже классная. Ну, Автобахан, Карарама, это все одно и то же. Здесь рабочая прям подвесочка идет. Открываются двери. К сожалению, я их открыть вам не смогу сейчас. А вот, открыл, получилось. Очень классно салон проработан. Здесь мягкие сиденья, кстати говоря. Дверные карты есть. Тоже, если вдруг увидите такую модель, не раздумывая, покупайте. Карарама делает классные модельки. Сейчас стали появляться и в большом масштабе. Ну, пока небольшой выбор, но, в принципе, можете приобретать. Вот, смотрите. Хоп, как у нас скок по скок. Клевенько. Клевая вот. У меня две таких было. Одну я переделал в гражданскую версию. Вот она стоит. Вот такая вот модельчика появилась у меня, молодость. Были ламбо-двери, но, к сожалению, механизм был неправильный. Пришлось их обратно вклеить. Здесь у нас на «Жигулях». В общем, на номерах. Ну и такая вот заниженная шестерочка. Так, ладно, я ее убираю в сторону. Потом, значит, смотрите, что у меня есть. Одна единственная модель, как я и говорил. ГАИ, которые вообще редко, и, наверное, может быть, единицы их были на службе, ну, может, там машин 100 было, да, всего лишь. Я такую вживую никогда ГАИ не видел, милиции ГАИ здесь у нас, видите. И это у нас, ребята, автомобиль «Москвич», сейчас скажу вам, вот, «Князь Владимир», 2142R5. В общем-то, модель от Диагостини, масштаб 1.43, соответственно. Посмотрите, какая передняя часть. Сейчас, вот. Клево сделано. Прям, даже здесь сделаны зеркала. С имитацией зеркала, так сказать. В общем, получается, что один всего лишь автомобиль у меня гаишный есть в моей коллекции. И потом ГАИ у нас закончилось, и появились у нас вот такие автомобили с надписью, соответственно, ДПС. Вот это у меня 2112, двенашечка. Милиция, кстати, еще была. Москва, первый отдел, ДПС. Это тоже, по-моему, делала Диагостини, да. Диагостини ВАЗ-2112. Ну, в общем-то, вот, так сказать, вот такая вот серия у меня из гаишных, ну, вот так скажу, гаишных автомобилей. А, кстати, есть еще у меня вот такой вот персонаж. Это у нас, так сказать, советский гаишник. Масштаб 1.24. Это и делал это Nordscale Models, по-моему. В общем, присылали мне, я снимал обзор. Клевая детализация, классный вообще такой чувак. Но поставить его вот реально пока что не к чему. В общем, вот такой вот советский гаишник на дорогах моего города. В общем-то, все. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, с вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос.